Можно? Прошу. Извините. Да вот знаете, как говорят про весну, что это любовь, высокие чувства, только я куда ни посмотрю, везде грязь и смрад. Все это пустое, как по мне, напущенное. Знаете, лично я думаю, то, что любовь это намного больше. Это внутри нас. Это наши чувства, ощущения, эмоции. И мне кажется, то, что весна тут совершенно ни при чем. Знаете, как о ней писал Пушкин? «Мне чуждо сердцу наслаждение, все, что ликует и блестит». Наводит скуку и томление, дайте мне метель, вьюгу и зимний долгий мрак ночей. Да, я удивлен. Да. Да и на самом деле, к чему это? К слову, Иван Афанасьевич. Александр Николаевич, так вы читаете Пушкина? Да, в детстве, совсем юным, я учился в Серском приходе, нам преподавали и грамоту, и правописание. Что-то из этого еще сохранилось в памяти, но годы уже не те, я думаю, вы понимаете. Да. Поэт, значит. Ну ладно. И шум толпы весенним утром не сдержит чувства за замком. О мой палач со взмахом гордым, что стал мне другом и врагом. Я завещаю тебе все, от злата до загробной жизни. Пусть забирает мои чувства, что так горды за боль отчизны. Ну да, знаешь, в этом что-то есть. Только ты, как бы сказать, ты не боишься за свои слова? Ну, я думаю, что ты понимаешь, о чем я. Да, хороший вопрос. Знаешь, мне кажется, чтобы стать смелее, нужно иногда не бояться взять ответственность за себя, за свои поступки, действия, за своих близких, даже друзей. Да и к тому же мне просто совесть не позволит поступить иначе. Никак. Так что так. Ну ладно, что мы все обо мне? Может, расскажешь что-нибудь о себе? О себе?
Дорогие мама и папа, спешу вас обрадовать, что я наконец-то поступил в политехнический институт. У меня все хорошо, жизнь постепенно налаживается, я даже встретил девушку и чувствую, что она та самая. Ее семья, кстати, тоже переехала из Белостока и... Отец, знаю, что маме будет тяжело читать эту часть письма, но ты уж меня точно поймешь. Через 3 суток я отправляюсь на фронт. Сейчас отдать долг родине важнее всего. Ну, я обсудил это с руководителем института, и мне пообещали, что после войны я смогу вернуться на обучение, так что не расстраивайтесь. Отец, я знаю, что ты долго хотел, чтобы я взялся за голову и начал учиться, и я обещаю. Я клянусь, что я не подведу тебя. Я очень сильно люблю вас. Берегите себя. Искренне ваш сын Иван. Да и нечего рассказывать. Мама и папа. Я вернулся в Петроград, и моя война закончилась. Как и страна, которую я защищал. Та страна, за которую мы пережили все те ужасы. Ужасы, о которых хочется молчать. Я ждал, что я вернусь, и жизнь полностью изменится. Я, как и должен был, пойду учиться, порадую вас, но сейчас я даже не хочу, чтобы вы меня видели. Чтобы вы видели, в кого я превратился. Я пишу с тяжелым сердцем. Я полностью бессилен. Мне сложно об этом говорить, но в учебе мне отказано. Да, я подвел вас. Ничтожно. Я даже не представляю, как мне дальше жить. Что мне делать? Домой я не вернусь. Никогда. Я прошу у вас прощения. Я не оправдал ваших ожиданий, я даже не оправдал своих. Мне уже не важно, что со мной будет, что из меня выйдет, но знайте, я всегда буду любить вас. Любить больше всего на свете. Больше собственной жизни. Простите меня. Разрешите? Прошу. Яков Иванович, Александр Николаевич, почему же вы так удивлены? а вы случаем не тот молодой поэт Юртаев, который написал произведения такие, как «Дикая ночь», «Сердце матери» и что-то там в пустыне? Остановка в пустыне, да? Я восхищаюсь вашим творчеством и давно хотел с вами обсудить политическую ситуацию. Раз уж подвернулась такая возможность, разрешите ей воспользоваться. Я думаю, вы мне не откажете. Боюсь, что у меня нет выбора. Да, выбор есть не всегда.
Знаете, если уж на то пошло, то да, обстановка в стране меня беспокоит. Но знаете, как говорится, что имеем, то имеем. А вообще, знаете, я уже довольно-таки засиделся. Не сочтите за грубость, но должен удалиться. Конечно, мы продолжим наш разговор. Мир тесен. Куда ведут дороги в Риме? Листва опала и в ночи лишь видно шар вдали родимой. Луны лиша, что все молчит, глядит на город и молчит, на комвояжера в пути, на мать, что поднимает руку, рисуя крест от лба к груди, на купола, что в золоте, а на закате отливает в красный, на живописца у Невы, на его руки, кисти, краски. И все молчит, как партизан. На все вопросы тишина. Зачем же ты глядишь, родная, в мои уставшие глаза? Что на уме твоем, скажи? Ты урони мне хоть словечко. Но пусто луны в груди, а потому молчание вечно. Но разве можно скрыть восторг от города Невы, от нем живущих? Представлю, что не слышу я луну, ее слова шум Петрограда глушит. Базар купцов Стенова, молитву вслух отцов за бьющееся сердце сыновей. И стук копыт, и скрип телег, и топот Невского толпы. Ты дай мне тишины глоток, позволю слышать, что она бормочет. Но точно ли хочу я, чтоб Петроград умолк? Я помню свет во тьме ночной, тот самый свет, что как огонь, и он сияет, будто купола на солнце. И кровь, что под ногами, не даст упасть тебе, мой странник. Ты будешь жить и дальше радовать людей. И каждый взгляд, что восхищается тобой, и каждый враг, что издевается над нами, лишь окропит узорами твои прекрасные края. О, Петроград, сколь вытерпеть тебе еще придется, сколь повидать и радости, и слез немыслимы года. Не залечить тебе навечно шрамы и не забыть обиды горечь, и лишь стихи помогут пережить тот страх в надежде, что лишь тут остаться мне позволишь. Я буду дальше пробовать писать, я буду лишь к тебе стремиться, чтоб в бесконечности с тобой навечно ветром устремиться. И стоя на закате у Невы, я загадаю, чтоб дома твои лепниной тайной украшались, мосты вели в глубинные пути души, и звезды над рекой твоей, потерянные в ночи, сияли, чтоб помогла заполнить пустоту в душе обилием тоски своей, и пепел, что застрял в глазах сидящих у крови прохожих, очистила когда-нибудь в безмолвии дворцовой ложи. И всяко свято место тут, хоть на костях стоит. Постройте хоть с десяток храмов, ведь сила тут в душе живых. Я буду вечно верить и буду вечно ждать, когда откроешь двери в своих роскошных снах и окропишь меня лазурной синевой Невы, чтоб вечно помнил город и вечностью ушел в миры. О, Гантеля, ты сегодня раньше обычного. Сверху недовольна скоростью твоей работы, и мне приказали помогать тебе во всем. Нужно как можно быстрее закрыть открытые дела. Теперь мы работаем вместе. Ой, вместе так вместе. Ну вот тебе досье. Читай.
Ну что там с Александром? Да я залез на дерево, смотрю, его нет. Спускаюсь, падаю, спотыкаюсь, отряхиваюсь. Хватит! У меня нет на это времени! Что там с Сашей и что ты там наработал? Говори. Ну, в общем, я все записал. Сейчас достану бумажку. Боже мой. Это то, что нужно. Молодец, сможешь же, когда захочешь. Я это в рапорте напишу про тебя. Только этого мало. Нужно больше информации. Нужно больше информации. Так. Даю тебе 3 дня. Все, давай. Я видел свет. Он был далек. Далек он был далек. Стойте! Я еще никогда не встречал девушки красивее. Ну что вы, меня это очень сильно смущает. Нет, правда, во мне говорит мое сердце, я никого не видел прекраснее вас. Ну что, часто вы здесь гуляете, никогда прежде вас здесь не замечал? Я здесь совсем недавно. Мой отец подарил мне небольшую, но утонченную квартирку. Я въехала еще вчера, но только сегодня решила осмотреть окрестности. Что ж, наверное, тяжело удержаться от таких подарков, когда у вас столь прекрасная дочка. И что же вы тут, совсем одна? На что же вы рассчитываете, молодой человек? Смогу ли я увидеть вас вновь? Смогу ли я услышать ваш голос? Боже мой, как это мило. Вы просто не оставляете мне выбора. Да, как говорил один мой знакомый, выбор есть не всегда. Позвольте поинтересоваться, чем же занимается столь юная леди? Пожалуй, я оставлю это для интриги нашей завтрашней встречи. Позвольте поинтересоваться вашим родом деятельности. Знаете, я пишу. Вы как слезы утренней росы. Мне приятно находиться рядом с вами. Вы как ангел, выходящий из тропы. Озарите взор мой своими чудесами. И неважно, пройдет ли день, а может 2. Я навсегда запомнил эти яркие глаза. Я навсегда усвоил, что в мире может быть такая красота. У меня нет слов. Не стоит. Это правда всего лишь слова. Давайте все-таки и правда оставим наш диалог для завтрашней встречи. Ну что ж, полностью согласна. Тогда прошу меня извинить, мне уже пора. Но перед тем, как вы уйдете, позвольте поинтересоваться, как вас зовут? Ольга Дмитриевна, а вы как будете зваться? Александр Николаевич. Что ж, не смею вас больше задерживать. Саша! 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 Сам в парке. Послушай, я очень сильно... Там, Извини, там. все. Я Это сейчас в очень сильно жакете. опаздываю, правда. Я Нет, не могу говорить. Там за Иван. тобой. Я не могу, правда. Давай завтра на нашем месте в парке. Пожалуйста.
Что это? Полюбуйся, нас топят, как котят. Сверху недовольны, как мы мучаемся с этим, с поэтом. Они как бы испытывают когнитивный диссонанс. Мучаемся? Тут не мы. Мучаюсь-то только я. Работать с таким чудом гантеля, вот это настоящее мучение. О, да, дал тебе простое задание пройти, проследить, подсмотреть. Дал тебе 3 недели. Что ты за 3 недели? Ничего за 3 недели, никакого результата. Просто как тяжело работать с такими низкосортными идиотами. О, Господи. О. Но что же нам тогда делать? А вот что нам делать, Гантеля. Что мы знаем об этом поэтике? Он у нас вечером в парке гуляет. Это единственное, что мы знаем за эти 3 недели. Вот. А он мне обещал разговор. Там я его возьму на живца и развяжу ему язык. Ну, ты понимаешь. Хотя куда тебя там понимать, а? Так точно. Ну, иди. Ну, значит так, Гантеля. Будем действовать строго по моему плану. В этом парке ошивается Александр Николаевич Юртаев. Значит, ты прячешься за вон то дерево, подслушиваешь и подглядываешь там, как обычно. А я беру на себя основную работу. Развяжем язык. Как обычно, все мне приходится делать самому. Ладно, все, по позициям, давай. О, Александр Николаевич, голубчик, здравствуйте. Предлагаю вернуться к нашему прошлому разговору, если вы понимаете, о чем я. Знаете, давайте все-таки продолжим наш разговор когда-нибудь потом. Гантеля, а? Нам нужно больше информации, больше времени, так им в штабе передай. Не могу так работать. Ненавижу!
Это возмутительно. Что случилось? Присядь, давай поговорим. Ты меня совсем не замечаешь. Сколько бы я ни старалась, не подбирала слов, ты все занят своими стишками. Не отрывайся от них ни на минуту. Стишками? То есть вот так ты их называешь? Труд всей моей жизни? Мою жизнь? Смысл моего существования стишки? Ты серьезно? Да ты вообще меня не понимаешь. Не понимаю? Это ты меня не понимаешь. Весь город только и твердит о тебе, о твоей наглости. Милиция изучает твой каждый шаг под микроскопом, а тебе хоть бы хны. Я понимаю, что ты выбрал свой путь, но ты совершенно забыл обо мне. Осталось у тебя хоть долька тех чувств, о которых ты мне твердил прежде. Вот как значит. Ах да, и не забудь про наш завтрашний ужин. Стой! Вот так вот? С таким холодом? А по ночам я слышу крики человечьи, мольбу о помощи, пощаде. Всех тех, кого нещадно поглотило под флагом нового начала. Они пришли с призывом мира, освобождением народа, дало имперские застои и слава молодой свободе. Ох, как же сладки были их изречевания. Красивый фокус и не больше дезадаптивные мечтания. И какова наивна русская душа. Она кристально чистая, как утренняя роса, но ей плевали в спину, извлекая саму суть, и все это под видом эталона совершенства, разрушая все вокруг. И как же хочется помочь, найти свободу в паре строк, надежды миг и чистый воздуха глоток. Но в силах ли я что-то изменить? Меня терзает это непринятие. С тоской в груди и вечной грустью оно во мне навеки мертвым грузом. Но жизнь спешит, и год за годом пролетает. Не отводя с развалин глаз, я трепетно хранил огонь, укрыв от ветра и дождя. Огонь, что в сердце и глазах, который чудом не угас. Безумцем быть в ее глазах, спасителем для их надежды. Над Невским стынет черный мрак и шепот стен, как звук одежды. За мной крадется шаг сквозь шаг, в мой дом, где мысль уже мятеж. Я знаю, что мой путь огонь, что слово, вырвавшись из плена, растопит лед, снесет заслон, но станет пеплом непременно. И этот голос, кровь и плоть, что рвется из глубин души, не может спрятать, побороть тень, что спряталась в тиши. Она — приют, покой, рассвет, глаза как озеро бездонны. С ней можно было бы забыть о всех безжалостных законах, о том, что каждый стих донос, что мысль — предательство и ссылка. Ее улыбка — мой наркоз, моя единственная ссылка. Но как дышать, когда внутри горит неистовое пламя? Как жить, когда в моей крови не тишина, а бури знамя? Подняла выше облаков и требует не тишины, а грома. Ведь жизнь лишь вечности мгновения, и выбор мой остаться дома или выйти в холод под прицел, чтоб истину нести как крест. Я между двух миров застрял, меж нею и меж этим зовом, и каждый выбор мой расстрел, мой путь к забвению и к истокам. И не найти любви мне между строк, как исток между пропорцией ее тела. Человеческий путь таков жесток, на все Божья воля, и все это тленно. И какова задача наша? А может, вовсе ее нету, смерть является конечной нашей целью? А может, красные заветы правы? Уничтожить все имперское предание, и все те миллионы жизней, что поклялись служить короне, превратятся в пыль над новым мирозданием, и тем прибудут к цели. И все, о чем писал я, будет мраком, тьмой, развратом грязным, и сам я стану мерзким, тонущим на дне. И да пребудет мир. Но в чем же провинились люди? За что терзают русскую свободу? За те просторы, что даровал нам Бог? Или не Бог? А кто судить-то вправе? Мы жили жизнь такую и большего не знали. Наш русский человек прошел огонь и воду, терзания Христовы, гонения Европы, и все лишь для того, чтобы жить счастливо, за родину нести кресты воедино. Ничего не проходит бесследно. Все когда-то куда-то уйдут, как стихи поэта бессмертного, как вагоны стремглав убегут на войну. Но вся память, что есть, та жива,
И какой бы она ни была, будто праздник хмельной непоседный или умерший конь под мостом, все останется, все это бессмертно. Но поможет ли это судьбой? Обличить подлеца в темном сквере или дать ему отпор кто войной? И творец я или темный страдалец? Объяснить я не в силах вам. Я живу тем, что пишу, и сияю, пока не угасну. Я хочу дать ответы вопросам, которых никто не задаст. Я хочу найти выход из леса, но ищу выход в степях. Но нужны ли эти ответы народу на вопросы, которые он не задаст? И смогу ли найти выход из леса, ведь степи России в бескрайних полях, из чего начинается родина? Когда станет нам всем хорошо, кто есть друг для меня, а кто враг? И как запереть врата, чтоб чужой не зашел? И смогу ли я с бесконечностью воцарить творения свои, чтоб однажды помочь найти выход заблудшим в мечтаниях своих, или восславить прекрасную родину в своих бесталантных текстах? А может пойти против системы, что жжет страницы поэта в слезах? И какой это будет ценой? Что прилюдно казнили меня или обрести новой судьбиной покой? Я пишу, пока на закате солнце уходит за воду, и догорающий алый корабль тихо теряется за пеленой. Я пишу, пока мысли сжирают меня, оставляя лишь пыль на обломках империи. Выбор, что нагло диктует судьба: жить полюбив или умереть любимым делом, тем, что отравленным дымом щелей, нарушая покой, стирая границы, нежданно крадется в дом спящих людей, и треща половицы и крушит черепицу. Но я лишь молчу, как лишенный возможности мыслить и быть, ведь с другой стороны, пока черепица цела, дом никто не захочет сносить, и так же с любовью. Каждый хочет любить, весь человеческий путь от раннего детства босиком по траве до старой могилы одинокого во тьме человек стремится найти. Найти такого же по сути вещей, одинокого странника, который хочет покоя в душе. Любовь — это больше, чем просто чувство. Это муза, это яркий цветок среди пыльной дороги, это радости, слезы, это первые шаги ребенка для мамы, или вернувшийся сын с войны без травмы, светлая радуга после дождливой погоды, капля воды в пустыне безводной. Но любовь — это лишь часть пути. Человек, прежде чем обрести, должен что-то потерять. Таковы правила судьбы. Мое творчество — это цена за терзание русской души. Добился, чего хотел. И я готов отдать свои чувства, свою жизнь, свою волю и право, чтоб надежда весь мир озарила, чтоб правда нам путь освещала, чтобы каждая жизнь, будто мгновение в вечности, оставила свой след в этой бессознательной бесконечности.